В нашем фильме мы покажем Афины с необычной стороны. Греция только что распахнула свои двери для туристов после долгого перерыва. Вы узнаете историю необычных нарядов легендарных афинских эвзонов, загляните вместе с нами на атмосферное театральное представление по мотивам древнегреческих мифов, прогуляйтесь по Акрополю, услышите печальную историю Сократа как раз в том месте, где он провел последние дни перед казнью. Досмотрите до конца, и вы узнаете, откуда открываются лучшие виды на закат, где и за сколько можно перекусить в местных тавернах, и за что греки полюбили Байрона. Да, вид за окном не айс. Αν σου πάνω όλα στραβά τα έχεις πάρει γενικά και σου φαίνονται όλα μαύρα. Αν σε γράφει το μωρό το έχεις ρίξει στο ποτό και σου φαίνονται όλα άδεια. Ακού να σου πω φίλε μου, μη μου στεναχωριέσαι. Чтобы получше познакомиться с Афинами, не обязательно сразу посещать все достопримечательности. Достаточно неспешно прогуляться по его улочкам, насладиться городскими пейзажами, впитать его звуки, запахи и, конечно, послушать уличных музыкантов. Вот эта милая гречанка Рафаэла очаровала нас своей песней недалеко от Акрополя. Кстати, она сама ее сочинила. Ο δικός σου στα φοράει κι όλη η γειτονιά με σένα να γελάει. Χαμογελά κι όπου βγει, πουλα τρέλα στη ζωή. Πουλα τρέλα και προχώρα, ζήσε τη ζωή σου τώρα. Χαμογέλα κι όπου βγει, πουλα τρέλα στη ζωή. Πουλα τρέλα και προχώρα, ζήσε τη ζωή σου τώρα. Μπράβο! Гуляя по узким улочкам исторического центра Афин, где даже велосипеды из дерева, мы то и дело встречались с древними греками, спартанцами, воинами, гетерами. Да. Next time. Наверное, сфотографироваться с ними стоило сущие копейки, но мы все время спешили дальше. Надо ведь все успеть за пару дней. Граффити сопровождали нас буквально повсюду. Видимо, афинская молодежь тоже хочет внести свою посильную лепту в интерьер города. Согласитесь, что уникальные работы уличных художников оживляют скучные улицы греческого мегаполиса и даже добавляют немного шарма.
магазин «Калинка». Посмотрите, сколько здесь советской атрибутики. Посмотри, какая прелесть. То есть... Ну, Марс, Сникерс, понятно. Джелато. Ну, джелато это итальянский, джелтери, это обычное итальянское мороженое. Да. Магазинчики с мороженым называются джелато. Это одна из гастрономических достопримечательностей Греции. Посмотрите, как все вкусно преподносится и какие необычные стаканчики под мороженое. Ρίξε την πίκρα στο γυαλό, φέρε και ένα κρασί καλό. Έβερεσαι μην κάνετε, γιατί ο κακός δεν χάνεται. Θα σ' αγαπήσουνε πολύ, λίγοι θα σε μισήσουν. Σου δίνω μόνο μια ευχή, να μην αδιαφορήσουν. Κι αν σε πληγώνει το όνειρο που τρέχει και δεν Неутомимые уличные музыканты дополняли наши прогулки таким колоритом, что Афины запомнились как сплошной праздник. Αλλά κάνουμε το ελληνικό ρε παιδιά, κάνουμε το ελληνικό. Έλα λίγο. Ωραία, τέλεια. Κάνεις το ελληνικό μου, έλα λίγο από εδώ, έλα λίγο από εδώ. The best of times is now, 1, 2, 3. Потому что сейчас. Look there, look. Okay. The eye is extremely important. Only потому что сейчас. And the eye. 95% of the song is the eye. Okay. Purely existential. Best of times is now, 1, 2, 3. Потому что сейчас. No, when you're singing. Потому что сейчас. No, when you're smiling. Потому что сейчас. No, when you're in love. Потому что сейчас. The best of times is now, because it's now. Потому что сейчас. Γιατί είναι τώρα. Потому что сейчас. Потому что сейчас. Always celebrate present time.
Афины постоянно напоминают, что это колыбель европейской культуры и демократии, а по сути греческая столица – это музей под открытым небом. Современные здания по греческим законам не должны закрывать историческую часть древнего города и портить его замечательный вид. Поэтому Афины растут не в высоту, а в ширину. Греки чтут и уважают свою древнюю историю. И мне показалось, что современные здания чувствуют себя здесь не совсем уютно, как бы извиняясь за свой не совсем музейный вид. В Афинах многие места связаны с именем римского императора Адриана, правившего в начале первого тысячелетия нашей эры. Он любил путешествовать и много хорошего сделал для римлян и для афинян. До того, как стать римским императором, он был правителем Афин. Афиняне благодарны ему за то, что он достроил величественный храм Зевса, построил знаменитую библиотеку и многие другие здания. На триумфальной арке, отделявшей старый город от нового, выбита надпись, что старые Афины построил легендарный герой, основатель города Тесей, а новые – Адриан. Мы уже влюбились за первые 3 часа. Чтобы вас сюда потянуло. Греция любит туристов, и, в общем-то, это довольно лояльная страна. Море у нас безопасное. У нас... Ой, смотрите, сколько накидали. Ничего себе, и никто не забирает. Это столько евро там. Дело в том, что если смотреть по орнаменту кругов, это античная Греция. Но мы же знаем, что вся культура римлян стоит на чем? На греческой религии, на греческой науке, на греческой архитектуре, на греческой даже поэзии. Ну, это новое, а это возможно. Древние делали дорожку, и все, что было разбито, разрушено камнями, я же говорю, здесь просто даже запрещено с лопатой. Если мы копнем, мы можем такое найти здесь. Это, в общем-то, Герод являлся таким, знаете, очень большим меценатом. Он выстроил здесь театр, он выстроил в Марафоне храм, он выстроил храм Аполлону в Дельфах, где вещал дельфийский орал. Дальше это более древний театр, если вы возьмете на Акрополь, пойдете, вы увидите. Это театр Диониса, посвященный... Греческие боги очень похожи на людей. Они любят, они ненавидят, они страдают, они испытывают боль, они мстят. Но все равно, несмотря на все, даже греческие боги, древний пантеон богов придерживается определенных законов. И если мы сейчас будем дальше говорить о мифах Древней Греции, то мы прекрасно пойдем, что так, только так могла родиться именно демократия. Преодолев несложный подъем на холм Мус или холм Филопапос, как его сейчас называют, можно посмотреть на величественный Акрополь, порт Пирей и самую высокую афинскую гору Ликавитос. Кстати, с этого холма в 1687 году венецианцы обстреляли Парфенон. В то время турки укрепились на самом Акрополе, а в Парфеноне хранили порох. По одному из преданий, турки считали, что венецианцы не будут стрелять в священное здание, которое несколько веков было христианской церковью, а, возможно, надеялись на защиту Аллаха, так как при турках в храме была организована мечеть. Но они просчитались. Снаряд попал точно в цель, пробив крышу, и угодил прямо в хранилище пороха. Парфенон взорвался. Почти половина здания была разрушена.
Знаменитый монумент Филопапу. Гай Юлий Антиох Филопап, последний принц маленького эллинистического царства Комагены, поглощенного всеядным и ненасытным Римом, жил в столице империи, где был на высоких должностях, пока чем-то недовольные римляне не сослали его в Афины. В Афинах опальный принц и консул употребил часть своего немалого состояния на благоустройство города, чем и снискал столь великую любовь афинян, что они воздвигли ему памятник на одном из самых высоких холмов города. Наш замечательный гид по Афинам. К краю не стоит подходить. Ой, нет, Вова, нет. Церковь Димитрия Ломбардиариса. Эта маленькая византийская часовня, построена в XII веке, считается одной из самых живописных церквей в городе и предпочитается афинянами как идеальное место для свадеб и крещений. Она находится недалеко от входа в Акрополь, и сюда приезжают в основном верующие люди. This song is about what? His name Little Star. Little Star. And about love or about what? It's a love story. Love story. Very beautiful, Yo. erotic song. I don't know the Welcome Sanskrit. to Greece. Nice to meet you, my friend. Thank you very much. The same. Thank you very much. Thank you. Thank you. Bye. У нас было всего 2 дня в Афинах, но мы бы не простили себе, если бы не посетили Акрополь. Слово «Акрополь» переводится с греческого как «верхний город». Примерно во 2 тысячелетии до нашей эры территория Акрополя полностью вмещала в себя Афины. Он был обнесен мощными стенами. Основателем Афин считается царь Кекроп. Этому великому человеку приписывается основание 12 греческих городов, введение запрета на человеческие жертвоприношения и, главное, введение культа Зевса Громовержца. Изначально город назывался Кекропия. Чувствуешь, какой запах? Да, Сейчас я чувствую прямо сосны. слава богу. Вот так вот идем по очень длинной, извилистой тропе, поднимающейся наверх на Акрополь. Друзья, мы сейчас в Акрополе. Мы не поднялись еще на самый верх, но посмотрите за мной, Афины. Какая красота!
Там внизу театр. Вот такая красота, уже видно немножко моря. И народу очень мало, потому что сейчас здесь мало туристов в Греции. Очень нам повезло. В 447 году до нашей эры по приказу царя Перикла началось сооружение храма Парфенон. В Греции в то время было относительно спокойно, персы наконец отступили, и памятник на Акрополе стал символом успеха и мира. Греки посвятили храм любимой богине Афине. Строили его долгих 15 лет. Изначально его колонны были из белого мрамора, но за много веков утратили свою белизну. Какие только трансформации не происходили с Парфеноном за 2500 лет. Начнем с того, что он был построен на месте более древней постройки, посвященной Афине, которую сейчас называют Старым Парфеноном. Тот древний храм был разрушен во время Персидской войны в 480 году до нашей эры, прямо во время строительства. Пролежав в руинах более 30 лет, греки решили возродить это место и построили нынешний Парфенон. В 1460-х годах, когда Греция находилась под властью османов, храм использовали как мечеть в течение почти 200 лет, а до этого Парфенон использовался как католическая церковь. Храм Эрехтион, пожалуй, один из самых запоминающихся храмов Афинского Акрополя, который вполне может поспорить по популярности с Парфеноном. Он был построен на пару десятков лет позже Парфенона и посвящен главным греческим божествам Афине и Посейдону, а также афинскому царю Эрехтею. Интересная деталь: когда строительство закончили, через 2 дня в храме вспыхнул пожар и уничтожил часть стен, которые восстанавливали 10 лет. Вот мы поднялись на Акрополь. Володь, какие у тебя чувства вызывает это место? Ну вот ты был уже на Масаде, ты был уже там на Шри-Ланке, ты был уже в форте Мехрангар в Индии. Что-то похоже. А вот чем отличается Акрополь? Разные ощущения, потому что здесь, во всяком случае, прикасаешься к гораздо более древним вещам. Не там к 14, 15, 16 веку нашей эры, а реально там 2-3 тысячи лет до нашей эры. И то, что здесь Сократ, Платон мне друг, но если не дороже было. И на самом деле
ощущение античности, вот когда я тебе рассказывал о том, что прикоснуться к какому-нибудь из камней и телепортироваться в эти времена, вот это было чудо. Да, с севшей батарейкой из кинокамеры. Да. Ага. Интересно, что это за камни. Даже это похоже на аметист на розовый, который она говорила, что вино пускают. Интересно. Ну, собственно, вот. Мы бы вот так вот ходили. Вот, так они заасфальтированы. Друзья, мы сейчас в Афинах и мы сейчас в Акрополе. Я вам очень советую сюда подняться. Не пожалейте 20 евро, ну, потому что посмотреть на Афины сверху, посмотреть на море, ну, это все равно, это такая вишенка на торте, когда вы вот уже походили по всем Афинам, посмотрели достопримечательности и посмотреть на него сверху. Обязательно, не пожалейте. Если положить в кошелек, он приносит деньги. Ой, сейчас мы проверим. Давай, сорви себе лавровый листочек. Старый, молодой, не важно? Да. Вообще свежий лавр. Лавр по-гречески это женское имя. Имя нимфы, которую боги превратили именно в куст лавра. Поэтому лавра, она по-гречески. Существует поверье, если листик лаврового листа положить в кошелек, то в кошельке будут всегда деньги. Вот это очень хорошо. Я думаю, наши зрители это запомнят. Где бы только им найти листочек лавра. И влюбляется почему-то об этом ни в Википедии, нигде очень мало пишут именно о Байроне, проведенное время в Греции. Все как-то путешествия более освещаются. Он приезжает в Грецию, полюбил эту страну, полюбил этот народ. И как раз начинаются восстания, начинаются революции, ну, за освобождение от османского ига. Что делает Байрон? В 1821 году он едет в Англию и на свои собственные деньги снаряжает бриг 1500 солдат с полной военной амуницией и, естественно, с питанием. Приводит этот корабль в Мессалонгу и начинается восстание. Вот именно там, а турки были сильны на тот момент, естественно, восстание захлебнулось. Ничего из этого хорошего не получилось. Но свой вклад он сделал именно на свои деньги. Дальше, 21 год происходит революция, в 23 году, Байрон приводит бриг, в 24 году Байрон скончался от лихорадки. Конечно, в личном письме к друзьям он очень просил, если дословно сказать, не хоронить его на Туманном Альбионе. Но друзья не послушались, его тело было перевезено в Англию, похоронено в фамильном склепе. К тому времени он уже почти разорился. В общем-то, еще в славе Байрона сыграла большую роль, когда он приехал в Афины, он написал 2 опуса, один из них – это «Афинская девушка». Вот, похоронен Байрон в Мессалонге. В честь его, на могиле, когда он умер, хоронили, было произведено 37 залпов. Это столько лет, сколько он прожил. Поэтому Байрон является почетным гражданином Греции. Подпись на греческом языке. От Греции Байрону. Да. В общем, горожане построили этот памятник на собственные деньги. Да. Холм Ареопаг был наречен афинянами в честь бога войны Ареса, и причиной тому стали 2 истории. Сказывают, будто именно здесь, на плато Ареопага, разбили свой лагерь мужественные амазонки, некогда осаждавшие Афины. И дабы в бою на их стороне был сам Арес, воинственные девы приносили ему свои кровавые жертвы. Видно, что это популярное место среди горожан и туристов. Посмотрите, как много молодежи пришло сюда полюбоваться закатом. Так же, как и древние боги, на Ареопаге заседал совет старейшин, афинских архонтов. Совет этот получил в народе то же название, что и холм, на котором проходили заседания – Ареопаг. Ареопаг был задействован в решении всех вопросов, связанных с политической жизнью Афин.
Архонты следили за соблюдением законов и наказывали всякого, кто дал себе право их приступить. Произошло на холме Ареса и другое знаменательное событие. В очередной раз, когда совет в древних Афинах заседал на отшлифованном временем плато Ареопага, по каменным ступеням на вершину холма взобрался человек. Короткая речь, произнесенная им через несколько лет, изменила весь ход эллинской истории, ведь человек этот был апостолом Павлом, а его проповедь стала одной из самых горячих речей, произнесенных когда-либо на Ареопаге. Hello everyone, and welcome to Medea and other friends I made in Athens. My name is Yannis. I am a member of the production team. Yeah, it's nice. No, I like it, I really do. Greetings! Greetings! I am Odysseus of Ithaca, lover of the lustful sorceress. We are suffering Greeks who abandoned the great Troy and are longing for home. When she lays beside you, you need to hold your breath, because she'll reek of death. Now, you come at this point when you've turned into the worst enemy of the gods, and me, and the whole human race. What noise and your nature makes you far better at giving good advice to neighbors rather than yourself. But please, go on. That is why I wanted you to come out here with me. There is something we must do. Why do you speak? Others amassed wealth. The criminals, the politicians! Or is it the same thing? Anyway, we know it. What? I won't be alone. No. What? He. No! No! He can keep you company. Who is he? I'm sure you two will get along just fine. Who is he? Oh, he's the wisest Athenian of all. The famous Socrates. Socrates? Yes. The Socrates. Yes, Mr. Yes, Mr. Grumpy Pants himself. Socrates. Go on, talk to him. I have to go now, but I won't be long. Смотрите, какой цветущий кактус, ребята. Ну даже... Смотрите, на них даже пишут, на кактусах. Вандалы везде пишут. Ой, как это можно на бедном кактусе написать? Не думайте, что... Ой, да это безопасно. Совсем не безопасно. Это кажется. У меня вся попа и язык, и все было в этих иглах. А как их сырыми едят? Нет, их, ну как Это сырыми, вот эти фиолетовые? Посмотрите, это только вот эти фиолетовые. Они еще не налиты, это только цветы. Они должны быть вот такими. В Греции вас повсюду будут сопровождать гуляющие сами по себе котики, и чувствуют они себя вполне комфортно. Культ кошек в Греции уходит своими корнями в античные времена. Их изображения обнаружили на найденных при раскопках монетах, датируемых V веком до нашей эры.
По одной из версий, в древнюю Элладу их завезли финикийцы, а по другой они попали в Грецию из Египта, где тоже были объектом поклонения. Вот только хотела присесть на лавочку, а здесь вот такой вот кот развалился. Привет! Как дела, акропольский котик? Спускаемся. Спускаясь по узким улочкам от Акрополя, нам открывается вид на руины древней Агоры. Агора – это городская площадь любого древнегреческого полиса. Здесь торговали, меняли деньги, молились, проводили собрания. Само слово «агора» означает «собираться». Агора была окружена множеством высоких зданий – монетным двором, библиотекой, совещательной палатой, судом, архивами, не говоря уже о бесчисленных алтарях, маленьких храмах и памятниках. Сегодня хорошо сохранились только стены храма Гефеста. Если мысленно перенестись в древние Афины, то можно представить себе, как древнегреческий мудрец Сократ вел здесь беседы с горожанами. О Сократе рассказывают, что он очень любил выходить на Афинскую агору и задавать горожанам вопросы. Вопросы Сократа поначалу казались наивными до идиотизма, даже дети задавали сложнее. Но, пытаясь на них ответить, оказывалось, что все не так просто. Так что очень быстро афиняне осознали, что перед ними не идиот, а мудрец. И еще они осознали, что мудрость вовсе не обязательно означает получение всеобъемлющих ответов, и что куда важнее – способность задавать правильные вопросы, вопросы, заставляющие задуматься. За что? Но философ, он был великолепный, у него была своя школа, у него был друг Платон, который... Сейчас трудно определить, что относится к Сократу, что относится к Платону, допустим. Как было известно, Платон не друг, Платон но истина не дороже. друг, но истина дороже. Да. Да, всегда говорил так Сократ. Если верить легенде, именно в этой темнице Сократ провел свои последние дни перед казнью. Великий мыслитель, не оставивший после себя ни строчки записей своих философских размышлений, тем не менее является самой заметной фигурой в истории Древней Греции. Суд над Сократом оказался едва ли не самым запоминающимся в истории всей афинской демократии. Его судили и приговорили к смертной казни всего лишь по доносу за то, что он не почитал богов и развращал умы молодежи. Сократ действительно учил молодых людей пользоваться собственным разумом, а не уповать на волю богов, как тогда было принято. Когда ему преподнесли кубок с ядом, он спокойно его выпил. Сократ умер в окружении своих друзей и учеников, и только благодаря им мы знаем об его учениях и крылатых фразах. Одна из них гласит: «Заговори, чтоб я тебя увидел». Как много смысла в одной этой строчке. Друзья, Афины – это просто музей под открытым небом. Каждый километр здесь ведутся какие-то раскопки. Допустим, человек решил построить ресторан, начал рыть котлован под фундамент, раз – какие-то древние руины. Все, накладывается вето, и уже он ничего не может сделать. Поэтому вот в Афинах очень трудно что-то построить. Смотрите. Вот кому-то в очередной раз не повезло. – 25 марта 2021 года Греция отпраздновала 200-летие обретения независимости от Османской империи.
Как раз после революции в XIX веке Национальная библиотека вместе с университетом и Академией наук сформировали новый облик столицы самостоятельного греческого государства. Этот прекрасный архитектурный ансамбль в самом центре Афин поистине является украшением города. Мы тоже с удовольствием здесь прогулялись. Все это находится в шаговой доступности от здания греческого парламента, где маршируют знаменитые эвзоны. Рядом с Королевским парком находится еще одна достопримечательность. Дворец Запион является одним из наиболее ярких архитектурных памятников в Афинах. Он был построен в 1888 году на средства национального мецената Евангелоса Запиаса, первого грека, мечтавшего возродить в Греции Олимпийские игры. В наши дни здесь проходят крупные мероприятия, организуются выставки и устраивают крупные концерты. Во время игр 1896 года он был использован в качестве олимпийской деревни и как место проведения соревнований по фехтованию. Июнь, жара, солнце палит беспощадно, а мы гуляем по каменным джунглям Афин. И вдруг я вижу ворота в парк. Нам срочно сюда. Долгожданным оазисом оказался национальный сад, или, как его еще раньше называли, Королевский парк. Парк был заложен еще в XIX веке королевой Амалией. Греческая королева трепетно относилась к своему детищу, и ежедневно 3 часа в день она проводила в саду, лично ухаживая за растениями. А в древние времена на этом месте находилось поместье и частный сад Теофраста, древнегреческого философа и ботаника. В парке можно встретить сохранившиеся древние руины, мозаику и колонны. А вот уточки. Сними меня на фоне уточек. Красивый пруд с утками и водоем с черепашками – еще одна достопримечательность парка. Черепашек здесь настолько много, что мне показалось, что им здесь тесно. Часами можно стоять и наблюдать за этими милахами, греющимися на солнышке.
назад. Конечно. Илья, что ты не надо? На канале фотографии на валуне. Какая прелесть. Все, да, выпускайте обратно. Володя, тебе на вкус греческая вода. Ну-ка, давай еще раз попей, я тебе... Не, попить не обязательно, я уже попил. Ну глотни. У меня друг тоже туристом Очень приезжал, вкусная, Тарас с цвет, Москвы. Он привозил... насыщенный, нестандартный. Побывать в Афинах и не увидеть гвардейцев эвзонов будет самым большим разочарованием. В наши дни они не только несут караул у здания парламента, но и участвуют во всех торжественных мероприятиях. Все гвардейцы должны быть привлекательной внешности и ростом не ниже 187 сантиметров. Форма у гвардейцев очень необычная и не менялась с 1867 года. Именно так одевались греческие повстанцы времен борьбы за независимость от Османской империи. А пока они шагают, я расскажу про их наряды. Юбка имеет 400 складочек. Это символично. Целых 400 лет Греция находилась под османским владычеством. Красный берет изготовлен из войлочной шерсти с прикрепленной из черного шелка кисточкой, символизирующей слезы Христа на распятии. Чулки белые шерстяные. Каждый караульный носит 2 пары чулок, закрепленных под юбкой кожаным ремнем. На голенище черного цвета шелковые кисти. Самое интересное – обувь. Это царухи с помпонами, изготовленные из натурального дерева и кожи, окрашенные в черные и красные цвета. Каждый такой ботиночек весит около 3 килограмм и подбит 60 стальными гвоздями, чтобы эвзон не споткнулся из-за скользкой подошвы и мог эффектно цокать по мостовой. Подошва царухов толстая и деревянная. На носке царуха закреплен помпон из черной шерсти. Считается, что изначально он имел практическую цель – предохранять пальцы ног от возможного обморожения в горах. Но позже горцы стали прятать в него лезвие ножа, как возможное средство самообороны во время турецкого владычества. Мы впервые наблюдали, чтобы при смене караула солдатам помогали. Возможно, стоять на такой жаре в шерстяных чулках – это большое испытание. Или башмаки настолько тяжелые, что можно растянуться на ступеньках. Не знаю. Напишите в комментариях, что вы об этом думаете.
Вот сейчас Селена нам расскажет про вот такие вот греческие блюда, интересно. Вот, да, вот это вот что. Обычно выходят в таверны и кушают греки, то, что они любят. Ну вот вы взяли такой стандартный, обычный набор греческий. Сыр саганаки. Саганаки – это маленькая сковородочка, в которую ложится, вот есть креветки саганаки, это значит в маленькой порционной сковородочке, чтобы сыр не расплывался. Он обычно жарится в кукурузной муке, поливается лимоном, разрезается, кушается, ну и холодным вкусно, и горячим. Вот такой жареный сыр. Сыр твердых сортов. Он называется вот здесь жареный сыр кефалотури. Кефалу голова. Как бы такой головкой сырочек. Дальше. Садзики. Кто был в Греции, ты знаешь, вот это знаменитый греческий соус. Здесь греческая сметанка, скажем, йогурт. Здесь соленые огурчики. Здесь зелень и чеснок. Но вкус, как я не пробовала на русской сметане делать, абсолютно не то. Нет, нужна греческая. Конечно, сардины. Сардины являются любимым блюдом греков, потому что сардины, наверное, самая богатая рыба, именно омега-3. Жарят на решетке, поливают оливковым маслом, поливают лимончиком, немножко орегано. Да, поливай вот такая жареная. Ну и, конечно, жареные кальмары, хрустящие, маленькие, жареные кальмарчики. Жарятся фри, да, фри в масле жарятся, выкладываются на салфеточку, стекает масло, и вот так подаются. Ну, это такой маленький стандартный греческий набор ужин-перекус. Один сыр мне очень нравится. И по-гречески приятного аппетита кало орекс. Вот такие морепродукты. Расскажи. Маленькая тарелка. Это маленькая тарелка? Маленькая тарелка, ну на двоих. Вот так ничего себе, вот это. А что представляет из себя большая тарелка, я не знаю. Да, вы посмотрите только вот на эту маленькую тарелку морепродуктов. И еще у тебя жареный сыр, правильно? Да, халуми, кипрский. Кипрский сыр, все. Комплимент от шеф-повара. Володя, вот это сладкое я понимаю, а что Я это не заказывал, это действительно как бы спасибо от шеф-повара всем практически, ну не знаю, всем не всем, но по крайней мере тем, кто, наверное, заказывает маленькую тарелочку сифуд. В рюмках это ликер. Что он сладкий, не сладкий, ну понять. Чуть-чуть пригуби, что это такое? Сладкий, интересный. Интересный, да? Типа егермейстер немножко. Ну понятно, да. Тройной. Да, и сегодня еще мы пили вот такое вот вино Рецина. Нормальное. Вот такое вот вино Рецина. Это белое вино, очень легкое, кисловатое, оно с вкусом сосны. Очень рекомендуем, вот как такое легкое вино к морепродуктам. Очень легкое. Да. В общем, хорошее, наверное. Сколько ты снимаешь? 52,20. Нет, целиком, да. Сколько ты снимаешь? Да. Вот попробуйте понять, что в этом счете написано. То есть реально от руки вообще нифига не понятно. Наверное, в расчете на то, что никто проверять не будет. Друзья, мы сейчас находимся прямо около метро Акрополь. И вот прежде чем идти 2 часа гулять по Акрополю, решили перекусить. У нас вот этот гирос, это, наверное, самая популярная еда в Афинах. И нам сказали, что именно в Афинах гирос самый вкусный. Говорит, вы можете попробовать на островах, но вот в Афинах самый вкусный гирос, это вообще бренд. И Володя взял себе, это что такое, свиной шашлычки на Пите. Так что, да. Еще есть вот такое греческое пиво. Вот, и сейчас мы это попробуем. И сколько стоит, Володь, подожди? 10 евро. Нет, вот этот... Все вместе. Ну, понятно. Вот этот гирос, он стоит 2 евро. 2,60. 2,60. Можно со свининой, можно с курицей. То есть будем пробовать.
В Греции все есть. Греция дешевая. Вот посмотрите, абрикосы 1 евро. 2 евро. 2 евро, хорошо, ладно. 2 евро клубника, ну 2 евро это 150 рублей, в конце концов, посмотрите, какая клубника. Черешня, евро 49, это на наши деньги, ну что-то 120 рублей. Это очень дешево. It is also same. Is it all Greece? All Greece, yeah? Of course, all from Greece, except from the bananas. Bananas, yeah, okay. Bananas it is Indian. Ecuador. Ecuador, okay. Okay, thank you very much. How much it is? 6 euros. Килограмм черешни. Где-то 150 cents, a little less from kilo. Да, немножко меньше килограмма клубники и где-то килограмм абрикос. 1,5 kilo. Да, полкило абрикос. И все это за 6 евро. Ребят, посчитайте, какая Греция дешевая. Супер. Thank you. Да, сейчас мы поедем. Ну как? Продолжаются наши приключения. 2 дня в Афинах были очень насыщенными. Вчера находили 27 тысяч шагов. И позавчера 15 тысяч шагов. В общем, посмотрели столько, что в голове не укладывается. А сейчас 2 дня полного релакса на красивом острове с радоновыми ваннами. И надеемся, что это будет незабываемо. А с вами по-прежнему Вояж Дилетантов. Пишите комментарии, пишите, что понравилось, что не понравилось, тоже пишите. Оставайтесь с нами, ставьте лайки. Там-пам-пам-пам-пам-парам.